В Москве продолжается борьба с книгами. В Москве силовики доставили на допрос сразу 4 топ-менеджеров издательской группы «Эксмо» по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ и организации деятельности экстремистской организации. По данным СМИ, среди них генеральный директор издательства Евгений Капьев, а также руководители, отвечающие за дистрибуцию, финансы и коммерческое направление редакции. Так, ну что, начинаем. Уважаемые коллеги, мы подтверждаем факт того, что сегодня генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации по уголовному делу об экстремизме, распространении книг издательства «Попкорн Букс», связанной с ЛГБТ-тематикой. Следственные действия в офисе издательства не проводились. По дополнительной информации будем информировать вас. Екатерина Кожанова, директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо АСТ». Это касается книг «Лето в пионерском галстуке», ну и ряд других книг, которые уже фигурировали в уголовном деле в прошлом году. То есть это все касается уже текущих следственных действий по книгам Popcorn Books. Подскажите, пожалуйста, сколько сотрудников сейчас участвуют в допросе? Всего 4 сотрудника. Это директор по дистрибуции, финансовый директор, соответственно, генеральный директор и заместитель редакции номер 1 по коммерческой деятельности. Спасибо. Это продолжение так называемого дела издателей, которое тянется с 2025 года и связано с выпуском и продажей книг, где фигурируют ЛГБТ-персонажи, и квир-сюжеты, а движение ЛГБТ в России уже признано экстремистским и запрещено. Следственный комитет по открытым данным рассматривает версию о том, что в «Эксмо» и входящих в холдинг издательствах действовала схема распространения ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних. Речь идет о продажах с конца 23 по 24 годы, когда по версии следствия были реализованы более 1000 экземпляров подобных книг. В центре истории подростковые и молодежные романы, где главные герои – представители ЛГБТ-сообщества, и которые в последние годы стали бестселлерами в России. Среди них «Лето в пионерском галстуке» и продолжение «О чем молчит ласточка», выпущенные под брендом Popcorn Books, а также другие книги, где сюжет строится вокруг однополых отношений или опыта ЛГБТ-людей. Именно распространение этих текстов следствие связывает с возможным нарушением закона о запрете пропаганды ЛГБТ, особенно в подростковой среде. Еще в мае 2025 года издательство разослало сетям письма с требованием либо вернуть, либо утилизовать около 50 наименований книг, которые могли подпадать под расширенный закон о запрете ЛГБТ-тематики, в том числе среди несовершеннолетних. Тогда же силовики изъяли часть тиражей и начали активные проверки. А в рамках дела об экстремизме прошли обыски и задержания сотрудников дочерних редакций «Индивидуум» и Popcorn Books. Формальным поводом для первой волны следственных действий называли именно роман «Лето в пионерском галстуке», вокруг которого появлялись экспертные заключения, и которые силовики искали по магазинам и складам. Сейчас, по сообщениям российских медиа, обыски уже идут по нескольким адресам, связанных с «Эксмо АСТ». С Капьевым и другими менеджерами проводят следственные действия. Их статус задержанный для допроса. Параллельно вокруг «Эксмо» давно копились претензии. Не только по поводу ЛГБТ-тематики. Общественные компании, медийные фигуры призывали проверить хранение книг вроде «Жизнь без трусов». Кстати, недавно задали вопрос, такой шаман есть, певец Дронов. Его спросили про трусы, он говорит, я без трусов хожу. Может быть, я не читал саму книгу, кстати, друзья, если кто-то ознакомился, возможно, это про великого патриотического певца. Так что вот тут не скажу точно. Но силовиков это заинтересовало. Есть смысл, может быть, и в Дронова заглянуть-то? Глядишь, там без трусов-то он, может быть, жизнь проводит, если верить ему. Автор, который пикапер Алекс Лесли, описывал агрессивные тактики домогательств к женщинам. Ну вот, я бы шамана тоже отнес ко второй части этой книги. Но, по крайней мере, Лесли пристает к женщинам, это нехорошо, вот на мой взгляд.
что вызывало вопросы о допустимости подобного контента. Еще раз, я не знаю, пристает он или нет, но если агрессивно пристает, то не стоит удивляться, если окажется где-то рядом агрессивный муж. Дополнительное раздражение вызвала и продукция вроде раскрасок с изображениями серийных убийц. Ничего себе, выходивших под ироничным брендом «Уютный вечер с серийными убийцами». Это просто даже любопытно, какого там раскрашивали. Это вписывалось в общий фон обсуждений того, что именно крупнейшие издательства пускают на массовый рынок и где проходит граница допустимого. На этом фоне текущие действия силовиков многие участники книжного рынка воспринимают не как отдельный эпизод, а как часть долгого давления на сегмент литературы с чувствительной тематикой. Сейчас официально известно, что возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. А речь о формулировках следствия идет именно о схеме по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних. Сторона обвинения опирается на признание международного ЛГБТ-движения экстремистским, а также на расширенную редакцию закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и пытается показать, что издательство системно игнорировало риски и продолжало подавать спорные книги подростковой аудитории. Для Эксмо и всего книжного рынка это может означать новый виток самоцензуры, ужесточение внутренней экспертизы, рукописей и фактически уход с полок любой литературы, где прямо упоминаются ЛГБТ-персонажи даже в историческом или документальном контексте. А для читателей и авторов это сигнал, что борьба государства с неугодными темами из медиапространства все активнее переходит и в сферу книг, где раньше сохранялась относительная свобода. И именно поэтому нынешняя история с обысками и допросами в Эксмо может стать поворотной точкой для всей российской издательской индустрии. Ну вот такая ситуация, друзья, что вы думаете? На самом деле такие вещи перечислены, вот раскрасы каких-то маньяков. Вот, кстати, мне, знаете, что мне показалось странным или любопытным? Ну, неплохо было узнать, а если в Эксмо продаются ли книги, например, Тамбовской организованной преступной группировки, там она очень сильно сращивалась с действующей властью, ночной губернатор питерский и так далее. То есть вот об этом тоже должны быть книги или не должны быть, потому что как-то вот на этом фоне все как-то в сторону уходит, причем каких-то пододеяльных тем, в которые мне заглядывать-то не хочется. Но если это продается, вот даже ваше мнение больше, потому что я как-то к нему не готов с этой новостью. Раскраски там серийных участников и друзей этих участников, они многие работали во власти. Вот один друг сейчас уехал, убежал, говорит, плохая Россия, Невзоров. Он очень дружил с ночным губернатором. Больше того, он не только с ним дружил, он дружил с Соколовым. Сейчас, кстати, не забудьте подписаться. Соколов там напомнил о себе, который сидит, он студентку свою сначала совратил, то есть использует должностное положение. А потом еще и жизнь ее лишил, а потом еще ее и разобрал на запчасти, уж не знаешь, как обойти эти факты. Вот, у него было много интересных тоже друзей, среди них тоже Невзоров, некий Гоблин, там они вместе вели передачи. Ну, то есть, вот, в принципе, из этой обоймы товарищей иногда выпадают некоторые товарищи, на фоне которых теряются какие-то книжки, раскраски, либо их там надо раскрашивать. Вот у меня, вот как-то, знаете, все в кучу здесь получается. С другой стороны, книги, мне кажется, должны быть неприкосновенны, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, наверное, неплохо было бы послушать не силовиков, которые силовики, а их жизнь насилие. Но они должны идти от буквы закона, так что к ним вопросов нет. Но что с буквой закона? И работают ли над этой буквой, вот, по поводу раскрасок там, и так далее, другой какой-то тематики, психологи, социальные психологи, детские психологи, мне кажется, они должны нам что-то объяснять, что будет травмировать, что не будет травмировать. А то я иной раз смотрю, какие-то дружины, какие-то мужики стоят в какой-то качалке, жирные все, ну, в смысле, тренируются они там неуспешно, и они дружины какие-то, то ли русские, то ли индусские какие-то, и они говорят, мы против абортов. Ну, я понимаю, на них посмотришь, они действительно выглядят как беременные. Но просто зачем они мне об этом сообщают? Иной раз какие-то подробности у дела возникают, дополнительные вопросы из-за этого возникают, ты чувствуешь себя каким-то растерянным, и ты уже, кажется, вот на ключевой это вопрос у тебя не хватает силы внимания, потому что тебя отвлекли массы каких-то дополнительных вещей, нелогичных зачастую. Так что вот я, наверное, отвлекся, своих выводов не сделаю, теряюсь. Уверен, что вы меня выручите в комментариях. Честно говоря, на вас только и расчет, дорогие мои. И увидимся в следующих новостях. Кстати, по Соколову поговорим, там он очень активно напоминает о себе. Неплохо бы, чтобы его друзья что-нибудь сказали по поводу Соколова. Это был очень хороший профессор. По всем федеральным каналам прогулялся. Любитель он был нашего горячо обожаемого Наполеона. Вот ему бы попасть в соседнюю палату от Наполеона, но он попал вроде как в другую структуру, и кажется, ему там не нравится. Впрочем, не знаю, посмотрим, рассмотрим, напомним. Увидимся, берегите себя, это самое главное.